Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на сентябрь 2023 года. Посмотрим, проанализируем, на чем нужно расставить акценты, чтобы этот месяц вы прожили максимально продуктивно и плодотворно. Для тех, для кого расклады по асценденту более значимые, или, может быть, если у вас не резонируют расклады по Солнцу, оставлю для вас ссылочку под этим раскладом, как рассчитать свой асцендент. То есть для тех, кто не знает, посмотрите, возможно, для вас это будет полезным. Ну а мы с вами приступаем. Итак, Водолеи, что же здесь у вас? Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Общая энергия месяца. У вас ложится шикарный аркан туз чаш. Карта, которая говорит о эмоциональном наполнении, о радости. Для кого-то это будут неожиданные сюрпризы. Для кого-то просто эмоциональный подъем, наполнение, воодушевление, творческие порывы. У кого-то это приятное известие о зачатии ребенка. Потому что туз чаш это не только вопрос нового начала. Здесь, кстати, вы можете создавать какие-то новые дела, новые проекты. Но желательно делать это после 15 сентября, по завершению периода ретро-Венеры и ретро-Меркурия. Конечно же, этот аркан многогранен, как и все остальные, и у вас он может быть созвучен с различными сферами жизни, поэтому давайте посмотрим, в каком ключе. Ну, если смотреть, это все-таки задел на новое, или зачатие ребенка, или какое-то новое дело, новые начинания. Кстати, по этим картам вы для себя на вооружение можете взять какие-то новые практики, которые делают вас эмоционально стабильными. Потому что одну колоду у вас ложится аркан душа, карта, которая указывает еще, резонирует с арканом отшельник. То есть это медитации, это аффирмации, это погружение в гипноз, для кого-то НЛП практики. То есть здесь изучение своего бессознательного, это желание привести себя в состояние покоя, избавиться от внешнего шума. Кто-то будет погружаться действительно в новые знания. Поэтому месяц у вас очень продуктивен. Если смотреть вопросы карьеры и работы, здесь ложится четверка жезлов. Ну, во-первых, с одной стороны, ситуация стабильности, а с другой стороны, это карта, которая говорит о каких-то благоприятных перетрубациях в рамках фирмы или предприятия, на котором вы работаете. Это не говорит о том, что будет здесь карьерный рост. Здесь могут просто идти изменения по штату, по структуре, перемещение в новый филиал. То есть для вас ситуация стабильна. Кстати, у кого-то в рамках этого месяца это могут быть какие-то празднования на вашем предприятии или на вашей фирме. Ну, допустим, там годовщина создания, да, или открытие какого-то предприятия. То есть здесь, в принципе, такая энергия легкости, радости, ну и продуктивной работы. Конечно, опять же, этот аркан для каждого будет звучать по-своему, поэтому смотрим для разных социальных слоев. Смотрим для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. То есть неработающие пенсионеры, мамы в декрете, студенты или домохозяйки. Здесь ложится тройка мечей, которая по ситуации говорит о том, что у вас, к сожалению, не будет нового источника дохода или не будет какой-то подработки на дому, поэтому здесь придется полагаться только на помощь и финансовую поддержку ваших родственников, вашего окружения, ваших близких. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в статусе соискателя, то здесь туз чаш, здесь колесница, это, конечно же, прорыв. Это возможности, это работа может быть как дистанционного плана, так и, в принципе, работа, из-за которой вы можете переехать в другой город, регион, может быть, даже страну с целью трудоустройства. Но для вас эта ситуация идет в позитивном ключе, поэтому здесь 100% прекрасно. И если же вы у нас являетесь наемным сотрудником, четверка жезлов, здесь двойка мечей, для вас все без изменений, все ровно, стабильно и хорошо, что стабильно, потому что здесь, может быть, и нет перспектив карьерного роста в рамках этого месяца, но и нет каких-то, знаете, дестабилизирующих для вас ситуаций, поэтому пусть так и будет. Ну и для тех, у кого свой собственный бизнес, давайте посмотрим.
Так, а у вас это временно отойти от дел. Почему? Потому что здесь это желание ли уйти в отпуск, отдохнуть, эмоционально восстановиться. Поэтому по четверке жезлов вы можете делегировать свои задачи и полномочия третьим лицам. То есть вашим замам, вашим админам, может быть, и родственникам, и членам семьи. Ну, даже вот здесь, колода у вас ложится десятка монет. Это, знаете, как передать бразды правления кому-то другому на краткосрочный период, потому что захотите отдыха. Если смотреть ситуацию с точки зрения финансов, посмотрите, какой у вас прекрасный аркан, Солнце. То есть это хорошая прибыль, это хорошие деньги, хороший заработок. Но и помимо всего прочего, конечно же, это могут быть траты, которые сопряжены с отпуском, с отдыхом, траты на себя любимых, потому что по Солнцу то, что вас радует, воодушевляет, приносит очень много радости. Это, кстати, могут быть крупные покупки, да, которые у вас связаны с семьей. То есть что-то для семьи, для ее комфорта, удобства, радости. Поэтому действительно это осчастливит не только вас, но и ваше окружение. Если смотреть вопросы здоровья, умеренность. Казалось бы, нейтральный аркан, и здесь все ровно, все хорошо. Но есть одно но. Умеренность – это соблюдать во всем баланс. Поэтому у кого-то будут вопросы диеты, детоксикации, наличие физических нагрузок, чтобы привести себя в баланс, запустить моторику, вопросы метаболизма. Опять же, отказ, допустим, от вредных привычек, будь то табак, алкоголь, или вы там зависимы от сладкого. Потому что здесь это регулировать и вопросы гормонального фона, и все, что у нас непосредственно связано просто с лимфотоком, кровотоком, то есть переводить это в нормальное русло. Единственный, конечно, положительный такой аспект, особенно учитывая общие энергии месяца, это действительно может быть перспектива зачатия для тех, кто стремится, желает и этого хочет. Если смотреть вопросы личной жизни, здесь ложится старший аркан Суд. Для большинства это вопрос или восстановления отношений, укрепления связи, у кого-то официальное оформление семьи. Так ли это, мы будем смотреть. Но то, что месяц для вас знаковый, это уже однозначно. Посмотрите, на каждую сферу у вас ложится старший аркан. Даже у других знаков зодиака я не видела таких вот значимых и знаковых ситуаций. То есть месяц для вас обещает быть насыщенным. Смотрим, как раскроется этот аркан и эта ситуация для тех, кто у нас свободен. Что у вас здесь? У вас по суду и аркану отшельник. Это желание повернуть время вспять и здесь уйти от затворнического образа жизни. Могу сказать так, это будут попытки узнать, прощупать почву в отношениях, которые давно закрыты и забыты. То есть эта ситуация не год, не два, это даже с человеком вы могли 5 лет не общаться, но будет желание и посыл узнать, а что в его жизни происходит, а как у него дела, как у него сложилась жизнь. Может быть, даже не с целью восстановления отношений, а знаете, как наладить контакт, наладить общение. Но давайте дотянем сюда, посмотрим. Видите, 8 жезлов – это наблюдать, это общаться, это переписки, но я не могу сказать, что здесь идет именно восстановление отношений, имеется в виду в эмоционально-сексуальном контексте. Здесь может быть изначально больше как вопрос какой-то дружеской переписки. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, что же у вас здесь? У вас суд, дьявол, созависимые отношения, это пробуждать страсть, это, простите меня, но здесь оргии, это вопросы сексуального удовлетворения, то есть пуститься во все тяжкие. Видимо, ситуация тому благоволит, не будьте себе любимым ни в чем отказывать. И смотрим с вами, как будет развиваться цепочка событий для тех, кто у нас находится в стабильных союзах. У вас 5 жезлов. Это здесь восстанавливать отношения после конфликтов, спор, выяснение взаимоотношений, непонимание. Также это может быть вмешательство, допустим, родственников, близких лиц, потому что по этим картам это желание, знаете, как прийти к какому-то мировому соглашению, восстановить союз после этих споров и перипетий. Если анализировать советы и рекомендации, здесь ложится 5 мечей. Непростой такой аркан. Почему? Потому что, знаете, в плане совета и рекомендаций, это, знаете, как если назревает драка, бей первым. 5 мечей, да, это не карта победителя, как мы называем ее очень часто, это аркан первой победы. Здесь нет победителей, здесь одни проигравшие. Но в какой-то степени это аркан, который показывает, что во многих ситуациях нужно будет проявить резкость, агрессию, отстоять свое, выиграть свое, обозначить личные границы, кому-то безапелляционно указать на его место. Потому что это аркан, который
ну, в рамках этого месяца призывает вас к воинственности. И здесь это в большей степени, если посмотреть, ну, сейчас давайте посмотрим, какой все-таки нише сфере это может соотнестись. Тройка жезлов. Это больше решение каких-то социальных вопросов. Сейчас объясню. То есть это не касается в большей степени вашей семьи, вашего окружения. Это когда, ну, как вариант, я вам моделирую ситуацию, вы заказали какой-то товар, где-то посылка потерялась, вас кормят завтраками, деньги не возвращают, посылки нет, то это в какой-то жесткой форме, это попытки, знаете, как задавить этих людей в угол и отжать свое, либо вернуть товар, либо вернуть деньги, либо получить еще плюс какую-то моральную компенсацию. То есть в большей степени это касается социального общения, то есть не давать кому-то спуску. Или если пытаются вас, ну, не знаю, в социальных сетях дискредитировать, каким-то образом уронить ваш авторитет, то есть вот это здесь обозначить рамки приличия и поставить человека на место. И посмотрим с вами неожиданность периода, что у вас здесь, каковы арканы. Так, всадник, мужчина, дерево. И дно колоды письмо. Итак, в первую очередь, вот я говорю, это как формат давно забытых отношений. Это попытки прощупать почву, восстановить отношения по переписке, потому что, видите, мужчина, с которым были давние отношения. Для кого-то это может быть вопрос нового знакомства, отношения будут долгосрочными, но здесь будет большая разница в возрасте и, опять же, общение по переписке. Для тех и для кого, скажу так, не интересует, не волнует формат личной жизни, потому что много таких подписчиков в аудитории, то карты могут говорить о каких-то благоприятных известиях от человека издалека. То есть это может быть друг, это может быть коллега, деловой партнер, но человек, с которым вы будете, ну, как длительный период взаимодействовать, общаться, допустим, подписывать договор. Ну, то есть здесь это продуктивный союз. Если с точки зрения состояния здоровья, это благоприятная динамика. Это здесь стабилизировать гормональный фон и решить эту проблему. Поэтому вот такой у вас месяц, я могу сказать, очень продуктивный. Закроем его, в свою очередь, таковыми арканами, чтобы это так и было. Но вы, пожалуйста, дайте знать по прошествии периода. Напишите мне, как для вас отыгрался этот расклад, эта информация. Созвучно ли это с тем, что происходит в вашей жизни? Я буду вам признательна за ваш энергообмен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это, чтобы быть в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.